Добрый вечер. Пожалуйста. Да? Пожалуйста. Ваш визит в Китай... Погромче, пожалуйста. Константин Панюшкин, Первый канал. Ваш визит в Китай носит беспрецедентный характер. Вы работаете уже 4 дня. За это время много раз виделись с председателем Си. Как вы оцениваете результаты российско-китайских переговоров? И что самое главное за вот этот многодневный визит? Он действительно многодневный, как вы сказали. Связано это с тем, что все-таки здесь было несколько мероприятий. И мы, когда планировали эту работу и спланировали ее таким образом, построили, чтобы не было необходимости несколько раз перемещаться на столь большие расстояния. Напомню, это был саммит ШОС, затем трехсторонняя встреча Россия, Монголия, Китай и визит в саму Китайскую Народную Республику. И должен сказать, что вот такой формат работы, он позволяет поговорить не только за столом переговоров, но, что самое главное, позволяет в неформальной обстановке многократно встретиться и в неформальной уже абсолютно дружеской атмосфере поговорить на любую тему, которая представляет взаимный интерес. И это очень важно и очень полезно оказалось. Что касается результатов, то они весьма позитивные, на мой взгляд. Документы, которые были приняты, причем приняты всеми участниками, они нацелены на будущее. Я бы в этой связи отметил особо китайскую инициативу о глобальном управлении. Мне кажется, что это очень своевременно и, что важно, эта инициатива направлена на позитив в работе между теми странами, которые собрались на саммит в Китае, и нашими возможными партнерами среди стран, которые на сегодняшний день и не желают заявлять о этом партнерстве. Вот все это вместе и такое единство всех собравшихся – это очень важная демонстрация позитивного настроя и уверенности в том, что мы сможем достигать заданных целей. Можно, пожалуйста. Владимир Владимирович, да. Прости. Лана Самсония, Интерфакс. Я хотела продолжить тему вашего визита в Китай, но по поводу двусторонней повестки. Был подписан солидный пакет документов по итогам вашего визита, и, наверное, в первую очередь это документы, связанные с «Силой Сибири-2» проектом. Этот проект вообще стал фактически лейтмотивом всех переговоров на высшем уровне за последнее время и неким индикатором даже отношений России и Китая в мире. Как вы считаете, вот достигнутые договоренности, можно сказать, что сводят на нет те домыслы, которые существуют об отношениях между Россией и Китаем в мире, и попытки вмешаться извне, воздействовать на отношения двух стран? Если сказать по-честному, то я даже не понимаю, о чем вы говорите, потому что я занят текущей работой и как-то стараюсь меньше отвлекаться на всякие слухи, домыслы, как вы сказали. Это работа, которая действительно проводилась давно, и мы с партнерами, с нашими, обсуждали это давно. Существовало несколько маршрутов, они имеют плюсы, минусы, и переговоры шли долго, не 1 год. Но мы же с вами знаем, это известный факт. Вообще мировая экономика, даже несмотря на то, что во многих странах мы наблюдаем рецессию, например, в ведущих экономиках еврозоны, тем не менее мировая экономика развивается, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Потребности на энергоресурсы растут, в том числе и в китайской экономике, которая продолжает оставаться одним из локомотивов мировой экономики. 5 с лишним процентов рост, ведь этот рост идет от базы. Вот некоторые говорят, а вот у них снизились темпы роста ВВП. Да, снизились. Но база-то наросла за это время. И те 5 с лишним процентов, которые сегодня мы наблюдаем, это другие уже 5 с лишним процентов, чем там 10-15 лет назад. Вот. А и к чему это ведет? Ведет к увеличению потребностей в энергоресурсах. Ну, вот, наконец, нашли консенсус переговаривающиеся стороны.
Это, знаете, здесь нет никакой благотворительности ни с одной, ни с другой стороны. Это взаимовыгодные договоренности. Они реализуются на рыночных принципах, исходя из этих рыночных принципах, складывающихся именно в этом регионе. И, кстати, цена тоже на этот продукт, она формулируется не исходя из сегодняшних цен, а по формуле определенной. А носит эта формула чисто объективный характер и рыночный. Поэтому есть потребности у растущей китайской экономики, есть возможности поставок этого сырья. У нас, ну вот, в конце концов, это не приурочено к нашей встрече. Это просто результат многолетней работы хозяйствующих субъектов с обеих сторон. Конечно, это будет создавать конкурентные преимущества для наших китайских друзей, потому что, повторяю, они будут получать продукт по взвешенным рыночным ценам, не по каким-то завышенным, как это сейчас мы видим в той же еврозоне. И что самое главное, это стабильная поставка, надежная поставка. Все удовлетворены, все довольны этим результатом. Ну, честно говоря, я тоже все-таки «Газпром» одна из наших ведущих компаний. У него расширяются новые рынки. В целом это вот через Монголию у нас будет 50 миллиардов. То, что сейчас есть 38, и потом еще там пара маршрутов, но которые тоже будут увеличиваться. В целом получится свыше 100 миллиардов кубических метров газа. Можно, да, вот, Павел, пожалуйста. А то его отобрали у него это. Добрый вечер. Павел Зарубин, телеканал «Россия». Вы часто говорите, и вчера, кстати, говорили тоже, о первопричинах украинского кризиса, когда страну стали затаскивать в НАТО. А вот сейчас мы видим, что европейские лидеры, которые заявляют и рассуждают о неких гарантиях безопасности для Украины, они практически полностью концентрируются на теме развертывания своих войск на Украине. При этом многие продолжают настаивать еще и на вступлении Украины в ЕС. Но мы ведь тоже видим, что Евросоюз, он стремительно на глазах превращается из некогда экономического объединения в такое подобие военно-политического блока, когда практически постоянно агрессивное решение, агрессивные заявления. Вот все эти расклады, как вы можете прокомментировать? Я согласен с теми, кто считает, что каждая страна имеет право выбирать, сама выбирать систему обеспечения своей безопасности. Это касается всех стран, в том числе и Украины. Но это также означает, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой страны, в данном случае Российской Федерации. Мы всегда возражали против того, чтобы Украина была членом этого Североатлантического блока, но никогда не ставили под сомнение ее право заниматься своей экономической, хозяйственной деятельностью так, как она хочет. В том числе это касается и членства в ЕС. А можно про Украину продолжить? Можно. Здравствуйте, Владимир Владимирович, Александр Янушев, Лайф. Здравствуйте. Когда вот сейчас обсуждают усилия России и США по мирному урегулированию на Украине, все чаще звучит формула гарантии безопасности в обмен на территории. А это соответствует тому, о чем вы говорили с Трампом на Аляске? И что означают ваши слова, когда вы говорили, что Россия готова присоединиться к выработке этих гарантий? Кто вообще должен быть гарантом, на ваш взгляд? И, если позволите, про Зеленского. А есть ли сейчас смысл с ним встречаться в нынешних условиях? Возможно ли выработать какие-то соглашения на этой встрече? Спасибо. Первая часть, еще раз. Вот усилия США, сейчас есть некие Да, домыслы, что есть формула гарантии безопасности в обмен на территории. Нет, мы так вопрос не ставили никогда и не обсуждали так. Гарантии безопасности, это естественно, я часто об этом говорю. Мы исходим из того, что любая страна должна иметь эти гарантии, систему безопасности, и Украина в том числе. Но это не связано с какими-то обменами, тем более с обменами территорий. Мы вообще, честно говоря, я хочу это подчеркнуть, мы же боремся не столько за территорию, сколько за права человека и за права людей, которые проживают на этих территориях, говорить на собственном языке, жить в рамках своей культуры и в рамках традиций, которые переданы от
прежних поколений, от их отцов, от дедов и так далее. Вот прежде всего, о чем идет речь. И если это люди в ходе избирательных демократических процедур, в том числе в ходе референдумов, высказались за то, чтобы быть в составе Российской Федерации, надо это мнение уважать. Это и есть демократия, хочу напомнить тем, кто про это забывает. И, кроме всего прочего, это полностью соответствует международному праву. Хочу напомнить и о первых статьях Устава Объединенных Наций, где прямо написано о праве наций на самоопределение. Но мы не связываем одно с другим. Территории, гарантии безопасности. Это, как бы, конечно, это можно сказать, что это близкие темы, так, но мы напрямую это не связываем. И так вопрос в ходе дискуссии в Анкоридже и не ставился. Вот. Что касается возможных встреч с господином Зеленским, то я уже говорил об этом. В целом я никогда не исключал возможности такой встречи. Есть ли какой-то смысл в этих встречах? Смотрите, давайте посмотрим. Вот в соответствии с Конституцией Украины, кто-то может с этим соглашаться, кто-то нет. Надо просто внимательно почитать текст. Никаких способов продления полномочий президента Украины в Конституции Украины не предусмотрено. Вообще никаких. Вот избрался на 5 лет, 5 лет прошло, все. Закончились полномочия. Значит, есть положение, согласно которому в условиях военного положения выборы не проводятся. Это да, это правда. Но это не значит, что пролонгируются полномочия президента. Это значит, что его полномочия истекают, а его права передаются спикеру Рады, в том числе и его полномочия в качестве верховного главнокомандующего. Значит, что нужно сделать тогда действующим властям, если они хотят быть легитимными и принимать полноценное участие в процессах урегулирования? Они должны провести выборы. То есть не выборы, извините, они должны прежде всего провести референдум. В соответствии с Конституцией Украины вопросы по территориям любые решаются только на референдуме. Ну, насколько я помню. Но референдум нельзя проводить в условиях военного положения. Это тоже конституционное положение самой Конституции. Значит, для того, чтобы провести референдум, надо отменить военное положение. Но как только это будет сделано, надо идти на выборы. И этот процесс будет длиться бесконечно. Результат выборов непонятен, но каков бы ни был этот результат, надо потом после этого получить соответствующее заключение Конституционного суда. Так в основном законе прописано. А как получить заключение Конституционного суда? Если после того, как власти потребовали от этого Конституционного суда Украины подтвердить пролонгацию полномочий президента, а тот фактически отказал это сделать, знаете, что сделали на Украине? Смешно, но факт. Охрана перестала пускать председателя Конституционного суда на его рабочее место. Все. Вот кино закончилось на этом. Но не совсем, потому что он, насколько мне известно, не знаю сейчас, где он находится, но одно время он выехал за границу. Но за последние годы истекли полномочия некоторых членов Конституционного суда. У него нет кворума для принятия решений. Поэтому это путь в никуда. Если просто с действующим главой администрации, так скажем, аккуратно, проводить встречи. Можно, я никогда не отказывался от этого, если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным возможным результатам. Кстати говоря, Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал, да, это возможно. Ну, в конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится. Можно на этот план? Можно. Вот, Андрей, пожалуйста. Андрей Колесников, газета «Коммерсант». Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, считаете ли вы, что многополярный мир, о необходимости которого вы говорили в той самой мюнхенской речи,
в 2007 году, и новыми полюсами которого, видимо, являются Россия, Индия, Китай, уже наконец создан или есть к чему стремиться. И если позволите, еще один вопрос. Несколько часов назад немецкий канцлер господин Мерц назвал вас, возможно, самым серьезным военным преступником нашего времени. Когда это? Что вы об этом думаете? Так, когда это? Буквально пару часов назад. Понятно. Значит, по поводу того, сложился или не сложился многополярный мир. В целом его контуры, конечно, сложились. Но при этом я бы не стал говорить о каких-то доминантах вот в этом многополярном мире. Ведь мы, когда говорим о многополярности, это не значит, что должны появиться какие-то новые гегемоны. Так вопросы никто не ставит. Ни в рамках ШОС, ни в рамках БРИКС. Все участники международного общения должны иметь равные права, и все с точки зрения международного права должны находиться в одинаковом положении. Да, конечно, есть экономические гиганты, там, такие как Индия, Китай. Кстати говоря, и наша с вами страна входит в четверку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Вот это все реалии сегодняшнего дня. Это же не наши расчеты, это расчеты международных организаций. Но это не значит, что кто-то должен доминировать в политической или в какой-то другой сфере, в том числе в сфере безопасности. Вот. Поэтому мы не исходим из того, что должны появиться новые какие-то доминирующие государства. А все должны быть равны. Что касается высказываний, о которых вы сейчас сказали, мне вот Песков тоже об этом сказал буквально там несколько минут назад. Что я по этому поводу думаю? Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя, ну не с него лично, а со своей стороны и вообще с коллективного Запада, снять с себя ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине. Что имею в виду? Напомню, говорил уже неоднократно, в 2014 году министры 3 европейских стран приехали в Киев и поставили свои подписи под документом, который, по сути, являлся соглашением между действующей властью, между президентом Януковичем тогда и оппозицией. И в соответствии с этой договоренностью все спорные вопросы политического характера должны были бы решаться в конституционном поле, мирным путем, правовым путем. А буквально там через день или на следующий день произошел государственный переворот, кровавый и жестокий. Никто из этих гарантов пальцем не пошевелил, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле. Вот с этого и начался конфликт. Потому что сразу после этого начались события и в Крыму. Сразу после этого киевский режим предпринял боевые действия с использованием бронетехники, авиации против мирного населения тех регионов Украины, которые с этим госпереворотом не согласились. А потом пустили под откос все наши попытки решить эту проблему мирными средствами и фактически публично отказались от исполнения Минских соглашений. Так кто виноват в той трагедии, которая происходит? Те, кто довел до этой ситуации, напрочь игнорируя интересы России в сфере ее безопасности. Если кто-то считает, что можно так наплевательски относиться к народу нашей страны, то должен знать, что мы таких вещей, когда Россия безвольно смотрит на происходящие вокруг нее события и никак не реагирует, таких вещей мы никогда допускать не будем. Сейчас. Да? Все. Ага. Сейчас про трагедию. Сейчас. Пожалуйста, вот, сюда, пожалуйста, микрофончик. Добрый вечер. Добрый. Ольга Скобеева, телеканал «Россия». В Европе все чаще и громче говорят про необходимость забрать наши деньги, 300 миллиардов долларов, и передать Украине. Остаются, разумеется, те, кто по старинке считает, что это не совсем красиво и очень опасно, но больше тех, кто готов добиваться и продавливать воровство. Вот вы как к этому относитесь? И еще важный вопрос про спецоперацию. Владимир Владимирович,
Есть шанс, что закончится в ближайшее время. Как вы это ощущаете, чувствуете? Идем ли к завершению? Мгм. Ну, а, начну, наверное, со второй части, поскольку она является ключевой. Мы еще в 2022 году предлагали украинским властям с уважением отнестись к выбору тех людей, которые проживают на юго-востоке Украины, вывести оттуда свои войска и закончить этот конфликт немедленно. И должен сказать, что в целом это не вызывало полного отторжения. Но после того, как мы по настоятельным призывам западноевропейских наших коллег отвели войска от Киева, сразу ситуация поменялась, и нам сказали, ну, почти дословно следующее: теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам. Вот я не помню, говорил я когда-то это публично или нет, но вот это звучало примерно так. Но только в более таких грубых выражениях, но вполне открыто и, как это ни странно звучит, по-товарищески. Вот теперь или мы, или вы. Ну вот, и это все продолжается. Значит, мне, тем не менее, представляется, что если здравый смысл все-таки восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно. И я из этого исхожу. Тем более, что мы видим настроение действующей в США администрации под руководством президента Трампа. Видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. И этот, мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем. Про Европу вы не ответили, если можно, про воровство наших Воровство денег. Ну, мы уже много раз на этот счет говорили. Здесь, по-моему, ничего нового не скажешь. Вы сказали, кто-то хочет забрать, кто-то не хочет. Те, кто поумнее, не хотят. Да, это правда. Это даже здесь без всякой иронии и без того, чтобы наехать тех, кто поглупее. Почему? Потому что те, кто поумнее, это люди, которые занимаются финансами, экономикой. Они понимают, что это до основания будет разрушать все принципы международной экономической и финансовой деятельности. И нанесет, без всякого сомнения, нанесет огромный вред всей мировой экономике и международным финансам. Потому что и так уже во многих странах мира создаются альянсы, которые пытаются реализовать собственные планы экономического развития в рамках отдельных регионов. А в этом случае такой сепаратизм экономический будет только усиливаться, и общий финансово-экономический миропорядок будет разрушен. Сейчас, ПСВО, ну давайте, сейчас мы вернемся к вам, ладно? Пожалуйста. Добрый день, телеканал «Звезда», Каковешников Константин. Добрый. Не могли бы вы поделиться последней информацией об обстановке в зоне проведения специальной военной операции? Какие донесения, если не секрет, поступают вам от командующих фронтов? И в целом за последнее время насколько сильно вообще изменилась обстановка на поле боя? Все группировки российских вооруженных сил на всех направлениях наступают. Наступают успешно, разным темпом, но практически на всех направлениях. Перечислять не буду, если вы представляете телеканал «Звезда», вы знаете названия этих группировок и направления их боевой работы. Как на это реагирует противник. Вот то, что мы видим, он пытается затыкать дыры, что называется, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного достаточно сложного для него района в другие районы боевых действий, которые считает более критичными. Ну, например, вот, если мне память не изменяет, вот совсем недавно, надо проверить, конечно, вот
мы же с вами в Пекине находимся, не в Москве, тем не менее, с Сумского направления противник перебросил 95-ю бригаду на другой участок. Что? Там разве им легче на Сумском направлении? Нет, просто заменил на менее боеспособное подразделение, а 95-ю бросил туда, где он считает важнее. И так по всей линии боевого соприкосновения, с одного участка на другой. Расслабляться нельзя, это может быть все что угодно, это может быть подготовка где-то резервов для того, чтобы совершить какие-то акции такого более-менее масштабного характера. Но предварительный анализ наших военных специалистов показывает, что таких возможностей у противника, у ВСУ на сегодняшний день нет. Они не способны вести крупномасштабные наступательные операции, а занимаются только тем, чтобы удержать имеющиеся рубежи. Но и то, вот таким образом, о котором я сейчас сказал. Это не единичный пример. Это происходит чуть ли не по всей линии боевого соприкосновения. Это свидетельство того, что как не только мы считаем, но и, кстати говоря, западные эксперты, что резервов у ВСУ становится все меньше, а боеготовые, я так скажу, боеготовые подразделения, они укомплектованы сегодня не больше, чем на 47-48%. Это уже у самой критической черты ситуация находится. Но, тем не менее, боевые действия – это вещь и сложная, и жестокая, поэтому никаких здесь прогнозов делать не следует. А анализ вот именно такой, о котором я сейчас сказал. Да, пожалуйста, вот я обещал, дочь, пожалуйста. Пожалуйста. Добрый вечер. Игорь Жданов, Арти. Владимир Владимирович, возвращаясь на Аляску, вы прямо по приземлении, буквально на красной ковровой дорожке, сразу начали общение с президентом США Дональдом Трампом. Потом, после фотографирования, вы сели в автомобиль вместе с ним и продолжили там свое общение. Вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, о чем вы там говорили, на каком языке общались, какие-то детали того вашего разговора? Большое спасибо. Ну, говорили, конечно, на английском, но такой, ломаный, то, что у меня уже остается частично остается от словарного запаса, но в самом начале я сказал же об этом на пресс-конференции, я ему сказал: I'm very glad to see you, dear neighbor. Очень рад видеть вас, дорогой сосед, здоровым и живым. Вот. Ну а в лимузине, пока ехали, там ехать 30 секунд. Ну, такими общими фразами перебросились и все. Что? Да. Я ему рассказывал, секрета нет, я ему рассказывал о том, о чем мы вели переговоры на Аляске. Сейчас, подождите. Давайте, пожалуйста. Какой вопрос? Культурный вопрос. Культурный. Да. У нас все культурные, бескультурных нет. Наши связи с Китаем развиваются не только в сфере экономики, энергетики, но и в сфере культуры. Вот одно из знаковых событий этого года – это выпуск совместного фильма «Красный шелк». И вы рассказывали об этом Си Цзиньпину во время его майского визита в Москву, упоминали во время интервью, в интервью агентству Синьхуа. Вот скажите, а будут ли подобные проекты еще? И, может быть, вам удалось посмотреть тоже «Красный шелк», поделитесь тогда эмоциями. Спасибо. Значит, вообще это идея самого председателя Си Цзиньпиня. Мы с ним были на одном из мероприятий, и я обратил внимание на то, что пробиться нашим производителям на китайский рынок очень сложно. Но он так улыбнулся хитро и говорит: а давайте производить совместные картины, и тогда рынок открыт. Действительно, так и есть. И вот одна из первых ласточек – это «Красный шелк». Я не видел этого фильма, но знаю, что здесь будет презентация его буквально там завтра, послезавтра. В целом, как вот по рассказам, фильм пользуется популярностью, и люди смотрят его с удовольствием. И, конечно, у нас есть заделы, если вам интересно, можете у министра культуры, у любимой спросить, она назовет вам поточнее все планы, которые в этом смысле имеются. Но, насколько я знаю, уже даже происходит сейчас работа над
над другими совместными фильмами. Это действительно очень хороший путь для того, чтобы работать на китайском огромном, очень мощном и привлекательном китайском рынке. Пожалуйста. Владимир Владимирович, если позволите, продолжим тему кино. Вот сейчас на Западе вышел фильм, где один из персонажей — это вы. Фильм называется «Кремлевский волшебник». Видели ли вы этот фильм? Показали ли вам кадры? Вашу роль, кстати, исполнил британский актер Джуд Лоу. Может быть, вы Нет, я знакомы? не только не видел этого фильма, я даже первый раз об этом слышу. Я не могу ничего прокомментировать, потому что не знаю. И тогда, если позволите, еще одну тему тоже продолжу. Вы сейчас затрагивали тему здоровья. В эфир случайно сегодня просочились кадры, где вы с председателем МСИ обсуждали возраст, бессмертие, трансплантацию органов. Я Могли бы- даже не зафиксировал на этом своего внимания. Что? Ну, может быть, а вы действительно думаете, что люди смогут жить 150 лет и дольше в какой-то Да, это, по-моему, мы когда шли на парад, председатель об этом говорил. Ну да, значит, эту тему в свое время господин Берлускони развивал активно. Ну да, современные средства и оздоровления, медицинские средства, потом даже там хирургические всякие, связанные с заменой органов, они позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, так, средний возраст в разных странах разный, но тем не менее, а существенным образом продолжительность жизни увеличится. Вы знаете что, я уже не помню, к какому году, это данные, по-моему, ООН, но, по-моему, 50-го, надо посмотреть, я могу ошибиться, но скажу в целом, о чем идет речь. К этому году, по-моему, 50-му, на планете людей старше 65 лет будет больше, чем 5-6-летних детей. Это будет иметь и социальные, и политические, и экономические последствия. А вот об этом мы должны, безусловно, тоже думать, когда говорим о продолжительности жизни. Владимир Владимирович, Прошос, можно вопрос по программе? Сейчас. Да, спасибо. Скажите, пожалуйста, возвращаясь все-таки к теме вашего визита, к программе вашего визита, вот этот саммит ШОС, пожалуй, был самым масштабным за все время истории организации. Вот какова роль этой организации в нынешнем турбулентном мире, и сможет ли ШОС стать, своего рода политическим союзом, который будет более эффективно противостоять угрозам, поступающим с Запада? Спасибо. ШОС не призван кому бы то ни было противостоять. Мы не ставим перед собой такую задачу. И я хочу обратить ваше внимание на то, что в ходе дискуссий, в ходе двухсторонних встреч никогда, ни разу вот за эти 4 дня не возникало ничего, что можно было бы назвать конфронтационным началом. У нас все настроено на работу, прежде всего, конечно, на работу между собой, с позитивным заделом, с позитивным. Мы думаем не о том, чтобы как бы и кого-то обставить, кого-то обыграть или в философии соперничества достичь лучших результатов. Нет, мы просто думаем о том, как организовать лучшим образом свою собственную работу и за счет объединения усилий добиваться положительных результатов. Вот на что настроен ШОС. Можно. Извините, пожалуйста. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, вот сейчас 19-й пакет санкций готовит Европа, и она угрожает, собственно, уже не нам, а нашим партнерам. Как мы к этому относимся? Вот вы разговаривали с огромным количеством членов ШОС и партнеров, которых это может серьезно коснуться, но в частности той же самой Индии и Китая. Что они думают по этому поводу, как мы можем на это реагировать и кто от этого, на ваш взгляд, больше пострадает? Вы знаете, мы, как ни странно, мы практически эту тему не обсуждали. Почему? Да потому что это, честно говоря, нас не очень касается. Это события на Украине, это только предлог для решения вопросов экономического характера в отношении ряда стран, экономические связи с которыми кого-то не устраивает. Например, да, существует диспропорция в торговле между Соединенными Штатами и Индией, Соединенными Штатами и Китаем. Но нет никакой диспропорции в экономических отношениях между Бразилией и Соединенными Штатами.
Первое. Второе. Дедлайн был 8 обозначен 8 августа, а против Бразилии ввели дополнительные пошлины 6. При чем здесь Украина? Хотя ссылки были на Украину. Ну при чем здесь? Да ни при чем. Там проблема, вот именно там, проблемы во внутриполитических раскладах, в том числе связано с взаимоотношениями между действующими властями и бывшим президентом Болсонaro. При чем здесь Украина? Ни при чем. Это первое. Второе. Да, существуют какие-то проблемы и дисбалансы в торговле. Но, на наш взгляд, их все-таки нужно решать в ходе переговорного процесса. Вот сейчас мы только что провели очень длительные, такие подробные консультации с некоторыми нашими партнерами, да? Сейчас не буду говорить. И с некоторыми из них у нас тоже такой дисбаланс. Не в нашу пользу. Но мы же стремимся к чему? Мы стремимся к тому, чтобы вместе с партнерами договориться о том, а что же они могли бы нам поставить, что бы мы могли им поставить. И в ходе этой совместной работы найти решение вот этих проблем. И у нас получается, кстати говоря, у нас с одним из партнеров у нас в 3 раза поставки на наш рынок превышает то, что мы поставляем на рынок нашего партнера. В 3 раза. Ну и что, мы же, набираясь терпения, ищем решение. Первое. Второе. Все-таки такие страны, как Индия, почти 1,5 миллиарда человек, Китай, 1,3 миллиарда, с мощными экономиками, но и со своими внутриполитическими законами. Вы понимаете, ведь когда со стороны говорят, а мы вас сейчас вот прижучим, мы вас сейчас накажем. Ну, как руководство таких стран, мощных, больших, которые пережили очень непростые периоды своей истории, связанные с колониализмом, связанные с попытками наезда в течение длительного исторического периода на их суверенитет, как они должны реагировать? Но если кто-то из них даст слабину, все, политическая карьера закончилась. Так же, как закончилась колониальная эпоха. Но это невозможно сегодня в таком тоне разговаривать с такими партнерами. Но мне кажется, что в конечном итоге все встанет на свои места и вернется в русло нормального экономического диалога. Предлагается последний вопрос. Да, ну давайте девушкам дадим по переговору. Хорошо. Про какие переговоры? У нас много было. Вы говорили о том, что готовы повысить уровень переговорной группы в контактах с Украиной. Скажите, пожалуйста, кто это мог бы быть? Сергей Лавров, например, ваш помощник Ушаков или глава Минобороны Белоусов? И в таком контексте довольны ли вы результатами переговоров предыдущей группы и, в частности, работой Мединского? Спасибо. Работой Мединского я доволен. Если возникнет необходимость что-то сделать на направлении повышения уровня, доведения его до политического уровня, мы к этому готовы. Ну, я бы сейчас не хотел конкретизировать и называть какие-то конкретные фамилии, но мы готовы на то, чтобы повысить это до действительно высокого политического уровня. Важен результат. Вот. А на то, что сейчас делает наша переговорная группа под руководством моего помощника Мединского Владимира Всеславовича, мне кажется, это хороший пример сдержанности и профессионального подхода. Да, давайте про другого. А может, вы у него спросите вдруг? Нет, про него. Дело в том, что я хотел с вами поговорить про работу Стива Уиткоффа. Дело в том, что сейчас на Западе против него начался целый вал критики очень жесткой со стороны и СМИ, и политиков. Его обвиняют в том, что он неправильно вас понимает на переговорах, что он неправильно передает президенту США Дональду Трампу содержание переговоров с вами, и что, даже цитата, он слишком симпатизирует России. Вот как бы вы оценили его работу? Спасибо. Оценивать работу помощника президента Соединенных Штатов не моя задача, не мое дело. Это должен оценить тот человек, который является его работодателем, а именно президент Трамп.
Я абсолютно убежден, что господин Уитков, он излагает в контактах со мной и с другими членами команды российского руководства позицию именно американского президента, а не какую-либо другую. А наши переговоры в Анкоридже показали, что это было ясно из контекста наших переговоров, что он вполне достоверно передает президенту Трампу позицию российской стороны. А то, что он точно и объективно до нас доводит эту позицию американского руководства, для меня стало абсолютно очевидным в ходе дискуссии в Анкоридже. Потому что то, что мы с господином Уитковым обсуждали, все то же самое мы подтвердили в полном объеме в присутствии президента Трампа, и он не возражал, что это его позиция. Там много очень сложных вопросов, это правда. Но мне кажется, вот в чем все дело. Так с критикой в отношении Уиткова выступают те, которым не нравится эта позиция. Но им не нравится и позиция самого Трампа. Вот в чем все дело. Подходы к урегулированию могут быть разными. Есть те, которые говорят, нужно воевать до последнего украинца, а есть те, как некоторые в Европе пытаются сейчас представить дело, а есть те, ну, например, как представители действующей американской администрации, сам президент, которые пытаются найти решение, причем решение мирными средствами. И вот первая партия, партия войны, она всегда нападает на другую партию, на партию мира. А все остальное это домыслы и какие-то инсинуации, попытки подкрепить свою позицию. Вот и всё. Да, про Трампа. Ну, я только что говорю. Сейчас, пожалуйста. Трамп сегодня еще до парада прокомментировал, собственно, этот парад и сказал, что надеюсь, что Си вспомнят об американских солдатах, которые помогали во Второй мировой войне Китаю. И он написал, непонятно, сарказмом или нет, фразу: «Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против США». Вот как вы можете такое прокомментировать? Ну, президент Соединенных Штатов не лишен юмора, все понятно, мы все это хорошо знаем. Вот. У меня с ним добрые отношения сложились. Мы общаемся друг с другу по именам. Я могу вам сказать, и надеюсь, и он тоже услышит. Вот как это не покажется странным. За все эти 4 дня в ходе самых разноформатных переговоров и неформальной обстановки, и формальной, никто и никогда не высказывал каких бы то ни было отрицательных суждений в отношении действующей американской администрации. Это первое. Второе. Все, без исключения, мои собеседники, я хочу подчеркнуть, именно все поддержали нашу встречу в Анкоридже. Ну, все. И все выразили надежду на то, что позиция президента Трампа, ну и позиция России, а других участников переговоров приведет к окончанию вооруженного конфликта. Вот это без всякой иронии, без всяких шуток, поскольку я говорю это публично, и во всем мире это увидят, услышат, то это самый лучший залог того, что я говорю правду. Почему? Потому что это услышат и те люди, с которыми я разговаривал в течение этих 4 дней. И уж они точно скажут: да, правда. И я бы никогда этого не сделал, если бы было не так. Потому что тогда я бы выглядел бледно перед моими друзьями, и союзниками и стратегическими партнерами. Вот именно так, как я сказал, все и было. И еще раз хочу вернуться к тому, о чем я говорил вот коллеге вашему, вот, справа от меня. Деятельность ШОС и деятельность наших партнеров, в том числе партнеров стратегических, не направлена на борьбу с кем бы то ни было. А она направлена на то, чтобы искать наилучшие способы развития нас самих, наших стран, наших народов, наших экономик. Пожалуйста. РИА Новости, Ольга Самсонова. Владимир Владимирович, в последнее время из Баку звучали разного рода заявления в адрес России. И хотели бы узнать у вас, как вы сами оцениваете сейчас текущее состояние отношений наших двух стран, что вообще произошло между нами и как можно наладить диалог?
Спасибо. Вы сказали, что хотите задать вопрос, вы загнали сразу 4. Можно я отвечу коротко? Ну, в отношениях между странами всегда возникают какие-то вопросы, исходя из текущей ситуации или какой-то политической конъюнктуры. Есть проблемы. Ну, вот мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались и с ним, и с его супругой. 2-3 словами перекинулись, но я считаю, что фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией и взаимный интерес к их развитию все-таки в конце концов все проставит на свои места. Пожалуйста, про бойцов. Прошу вас. Валентин Алфимов, «Комсомольская правда». Владимир Владимирович, мы много сегодня говорим о мире на Украине, о договоренностях с Трампом, что предлагает Европа, чего боятся на Украине, ваше мнение. Но, мне кажется, мы не затронули один вопрос, возможно, самый-самый важный. Вы регулярно Каждый из вас задает самый важный вопрос. Вы регулярно получаете сводки с полей боя, и мы знаем, что вы регулярно общаетесь с командирами в окопах и с бойцами в окопах. А они что говорят про мир? Они готовы принять перемирие или вот эти вот договоренности? Или они настаивают на том, чтобы биться до самого-самого последнего, до победного конца? Они в подавляющем своем большинстве, я хочу подчеркнуть, в подавляющем своем большинстве стоят за то, чтобы Россия достигла всех своих целей, обозначенных при начале специальной военной операции. Все остальное имеет второстепенное значение. А как? Лучше, конечно, мирным путем, мирными средствами. Мы их предлагаем противной в прямом и переносном смысле этого слова стороне неоднократно. Посмотрим, как будет развиваться дальше этот процесс, в том числе и при содействии действующей администрации. Пожалуйста. Владимир Владимирович, это может еще долго продолжаться. Нет, сейчас мы будем заканчивать. На саммите... Лентяй, не хочет работать. Ничего не делает, стоит рядом, и то ленится. Владимир Владимирович, Алена Нефедова, газета «Известия». На саммите в Анкоридже вы пригласили Дональда Трампа посетить Москву и встретиться там с вами. Скажите, пожалуйста, ведется ли подготовка к этой встрече? Есть ли уже какие-то договоренности и, может быть, известны даже примерные сроки встречи? Сроков неизвестно, подготовка к встрече не ведется. Вот, но приглашение на столе. Да, пожалуйста. Да, сейчас. Владимир Владимирович, Людмила Александрова, московский комсомолец. Вы говорите о том, что Россия и Китай выступают за справедливое мироустройство на основе глобального большинства. Вот скажите, пожалуйста, в текущей мировой системе что у нас несправедливо, на ваш взгляд, и какие механизмы могли бы это решить? Ну, несправедливо, понятно, что это однополярный мир. И дело в том, что мы собираемся и строим наши отношения не на основе большинства, а на основе идеи, что все, то есть не на количестве, а на идейных соображениях строим свое взаимодействие. А идея, я уже об этом сказал, заключается в том, что мир должен быть многополярным, а это значит, что все участники международного общения должны быть равны. И никаких более равных не должно существовать. А однополярный мир должен прекратить свое существование, в том числе и в интересах тех, во всяком случае, народов тех стран, руководство которых до сих пор отстаивает эту отживающую и, можно сказать, отжившую систему. Вот на этом давайте закончим. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.